С вами Аркадий Романович. Сегодня разбираем основные сигналы этой недели по сканерам тренда и сканерам разворота. Я взял скрин, который присылал трейдерам в телеграм-канал, в отдельную группу, где мы торгуем. Я присылаю скрины, свои сигналы, сделки. И вот так выглядит табло, да, выглядит информационная панель, где мы видим, да, основные сигналы. Это паттерны вершина, дно, слабое, двойное, разворотное. И видим символы, на которых эти паттерны появились. Также, где вы видите HTF, это тренд со старшего графика. То есть это паттерн сканер, ниже у нас тренд сканер, то есть он сканирует начало тренда. Сегодня мы разберем несколько торговых ситуаций, которые, скажем так, стали основными на этой неделе. В некоторых я участвовал, в некоторых нет, но еще раз я хочу обратить ваше внимание на важность последовательного анализа, последовательного мышления. Итак, вчерашний сигнал, который, наверное, считается эталоном прибыльной торговли, у меня на разворот. То есть есть эталонные сигналы на разворот и есть эталонные сигналы на пробой, на ускорение тренда. И, как правило, это одна основная комбинация. Вчера она состоялась по евро-доллару. Сейчас я не привязываюсь к конкретному рынку, там NASDAQ, золото, нефть, как раньше, потому что теперь есть сканеры. То есть с помощью сканеров я могу отсматривать гораздо больше рынков и при этом не сидеть, не пялиться в экран. То есть просто поставить сканер, как только пришла информация, я сразу перехожу на этот символ и вижу, что там происходит, принимаю решение. Более подробную информацию вы можете получить под этим видео, как работают сканеры, какие варианты есть, чтобы получить сканеры, все под этим видео. Итак, евро-доллар вчера sell комбинация. Первым условием идеальной вот такой комбинации — это абсолютный топ. Вот прям, наверное, и сегодня я вас проведу по всем этапам этой сделки, и надо вам тоже занести ее в свой собственный торговый бюллетень. Итак, первым условием будет тест уровня. Это очень важно. Когда мы говорим про разворот, мы хотим, чтобы цена была возле определенного, внимания, ключевого уровня, где уже ранее случались развороты. И когда мы видим тест уровня, мы смотрим по левую сторону графика. Здесь у нас есть реакция. Смотрим сюда. Почему я говорю тест уровня? Потому что я это уже заранее вижу. Это все автоматизировано у меня. То есть, когда цена подходит, я вижу, где она находится, да, возле какого уровня. То есть, я смотрю налево, вижу предыдущую структуру, где последний раз продавцы продавали, и определенно это ключевой максимум сегодняшнего, ну, в данном случае уже пятничного дня. Угу. Класс. Дальше. Следующее, что я должен увидеть и что смотрит мой сканер, это TC sell сигнал. То есть, если это уровень сопротивления, давайте, тест был здесь, да? Если это уровень сопротивления, я хочу увидеть sell сигнал. Доказательство того, что здесь есть давление продавцов. Визуальное подтверждение. Угу. Есть второе условие. Затем я жду, когда здесь появится паттерн. Один из разворотных паттернов. Какая тенденция у рынка к развороту? Вот что вы видите на графике, после чего рынки разворачиваются. И, как правило, один из ключевых элементов, ключевых паттернов разворота — это слабая, двойная, либо разворотная вершина. Таким образом, мы имеем несколько аргументов. Это тест уровня, который ранее уже выступал как сопротивление. Это очень важно. То есть это не просто тест или, скажем, какая-то пауза. Да, вот рынок взлетел и затем стал корректироваться. А это уже уровень, который до этого имел определенное значение. Мы можем, глядя по левую сторону графика, это подтвердить и увидеть. Затем мы видим, рынок после моего TC sell сигнала стал падать. Вот это ключевая характеристика. Давайте мы сейчас уберем вот эту мелкую разворотную вершину. Я вам хочу показать то, насколько идеальный этот сигнал. Почему он идеальный? То есть не только то, что тест уровня. Это нормально. Хорошо, что это и есть. Да? Мы берем разворотные вершины пока. Потом я обратно поставлю. Мы видим
тест уровня и пошло движение вниз. Это очень важно для хорошего паттерна, когда мы видим тест и цена отбивается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 свечей вниз. 8 свечей вниз. И затем мы видим вот эти две, видите, 2-3 свечки, они такие небольшие. То есть они создают таким образом вот это расстояние между левой стороной, исходной стороной паттерна, где был первый как раз тест, и потенциальной второй стороной, правой стороной паттерна. Таким образом мы видим треугольную форму. Это все автоматически, но я вам рассказываю, как, да, что значит хороший паттерн, как он выглядит. И вот это вот накопление небольшое здесь, оно как раз и создает, да, вот эту всю красоту, и это очень важно для хорошего сигнала. Более того, мы видим, что рынок пошел наверх и протестировал чуть ли не до пункта левый максимум. Таким образом, у нас образовалась симметрия цен. Есть симметрия времени, а это симметрия цен. То есть практически на одном ценовом уровне появилась левая и правая стороны. И это очень важно. И здесь мы видим, насколько ровный наш треугольник. Чем он ровнее, тем сильнее качественный сигнал. Но еще раз, контекст имеет значение. Не имеет значения сам сигнал, а имеет значение контекст, потому что такой идеальный паттерн я могу найти против сильного тренда без уровня, и вы заметите, как он совершенно не работает. И торгуя такой паттерн в неподходящих условиях, будете терять деньги. То есть условия, контекст очень важен. И мы сюда ставим третью вертикальную линию. Таким образом, тест TC-Sell, паттерн, тест TC-Sell, паттерн есть. И как мы входим? Как мы входим? Мы входим в вариант А сразу после того, как мы увидели новый минимум. То есть свеча, следующая после паттерна, вот он, паттерн завершился на этой свече, нам автоматика показывает. И затем первая свеча, которая телом закрывается ниже минимума предыдущей свечи. Вот эта свеча, давайте поближе. Просто я хочу, чтобы вы изучили максимально, насколько это возможно в рамках публичной информации, то, как выглядят идеальные, самые прибыльные сигналы, которые годами уже приносят профиты. Первая свеча, которая телом закрывается ниже минимума предыдущей свечи. Вот эта свеча закрылась ниже этого минимума. Да или нет, да или нет, да, абсолютно. Следовательно, мы сюда ставим вертикальную линию, и это вход в sell. Более агрессивный вариант, да? Но, с другой стороны, самый ранний из возможных. Второй вариант – это пробой середины паттерна, то есть пробой минимума треугольника вершины, вот здесь. И затем мы берем максимум правой стороны, минимум пробойного движения, растягиваем сетку Фибоначчи и 60% коррекции. Какой же вчера был идеальный сел, я сейчас вам покажу скрины, которые я трейдерам присылал. Потому что когда я увидел эту ситуацию, ну, пожалуй, не осталось сомнений в том, что это крайне вероятная сделка. Крайне вероятная сделка. Не стопроцентная, но крайне вероятная сделка, потому что настолько все идеально здесь. Все правильно, логично. Коррекция 60 sell. Коррекция 60 sell. Я здесь захожу в шорт. Сейчас мы увидим скрины. Затем на ретесте структуры, подбираясь к поддержке, это очень важно. То есть это чисто структурный трейд. Мы берем полпозиции или всю позицию в зависимости от правил money менеджмента. И по ходу, когда цена стала падать, я стал наращивать объем, добавлять еще. Почему? Потому что рынок увидел эту зону до пункта буквально, таким образом подтвердив то, что я проделал до, то, что я увидел до. Но еще раз, это все на сканере отображается, мы кликаем на кнопку и это все видим сразу. Это я сейчас так вас детально провожу, безусловно. И это все делает сканер автоматически, без нашего участия. И мы, когда открываем график, нажимаем на кнопку, мы это уже все видим. И остается нам принять решение. Сейчас я вас провожу специально по всем вот этим элементам, чтобы вы поняли, еще раз подчеркну, как рождаются идеальные сделки, что лежит в их основе. Да, никакого субъективного восприятия, чисто техника, чисто правила и знание того, что есть хороший сигнал на разворот и что есть хороший сигнал на пробой, к которому мы перейдем чуть позже. Так вот, зная, что здесь большая вероятность, безусловно, я не залетаю сразу, да, иногда бывает, но это зависит еще раз от ряда других условий. И затем, после первой позиции, я наращиваю еще
И остаток позиции забираю вот здесь на ретесте, тоже уровень слева, структура, хотя видим, рынок чуть ниже прошел, но задачи брать все нет, и это невозможно, это бессмысленно. Поэтому вот такой трейд. Стопы, как правило, уходят за паттерн, то есть они уходят выше. Первый тейк идет сюда на ретест, то есть все по структуре, ничего здесь не надо придумывать там. И второй тейк вот здесь. То есть структура, здесь структура, здесь структура, здесь структура, здесь структура. То есть элементарно мы берем вот эту конфигурацию, тест уровень TCL вершина, и от нее дальше уже развиваем нашу позицию. Нам сразу понятно, где наши стопы, где наши входы, где наши тейки будут. Все предельно ясно. И затем, чуть уже позже, у нас стали появляться новые сигналы, уже без TC, но в направлении медвежьего рынка. Здесь мы видим, рынок сделал новый минимум. Здесь я уже не участвовал, но тем не менее расскажу. Коррекция. Здесь мы видим FIBDAX, черные точки волатильности, еще одно доказательство того, что цена находится в медвежьей фазе, тренд-фильтр красный. И здесь мы видим снова симметрию чего? Цен или времени? Цен нет, времени да. Почему? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4. Вот эта свеча посередине считается дважды. Таким образом, левая сторона вершины и правая сторона вершины содержат одинаковое количество свечей. Это симметрия чего? Цены или времени? Времени. Потому что симметрия цен – это когда правая сторона тик в тик левой. Это редкие ситуации, они тоже бывают. А когда и симметрия цен, и симметрия времени. И затем также мы ищем сигнал на sell. На правой стороне первая более низкая цена закрытия. Здесь sell. Еще раз, все начинается вот с этого. Это стартовая точка разворота рынка. И вот отсюда мы уже пляшем. Здесь sell, здесь sell. То есть мы стараемся продать первую и вторую коррекцию. В идеале первую. Потому что это самый большой профит приносит, как правило. И далее мы видим с вами снова такая же история. Снова дно. Пробой середины. Что я скажу? Коррекция 60, конечно же. И пошел моментум, но уже в обратную сторону. То есть мы можем покупать на правой стороне сразу. Это агрессивно. Можем дождаться пробоя середки. Паттерна. Затем коррекция 60%. Buy. И еще раз контекст. Просто посмотрите на эти ситуации. Уровень сопротивления TCL вершина. Уровень поддержки TC Buy дно. Пробой середины, пробой середины. В данном случае пробой минимума здесь, пробой максимума здесь. Да или нет? Да. Ну вот это просто сказка. Давайте покажу вам скрины. Сейчас зайду в Telegram. Зайду в Telegram и покажу вам скрины. Еще раз, это не самый частый сигнал. Вот здесь. Вот мы видим вот эта ситуация. И здесь внизу видите комментарий. Евро-доллар планирует sell. Вершина, вот пробой середины, коррекция 60, все это в специальной группе, да, в реальном времени. Здесь, далее, следующий скрин, тест, я забираю часть на ретесте, и здесь у меня еще позиция от наращивания. Дальше я рассчитываю на движение южнее, следующий скрин, здесь еще доллар канадец есть, опять скрин, пробой середины, и здесь на ретесте, да, структуры я забираю тейк. Еще раз, рынок прошел ниже, но это не имеет никакого значения. Здесь короткий комментарий. Да, то есть полное сопровождение позиций. Как правило, в течение сессии 1, 2, 3 идеальных сделки появляется, да, как правило. Но обычно это 1-2 позиции, вот самые выверенные, поэтому сканер позволяет сфокусировать ваше внимание на конкретной комбинации. Вам гораздо проще отсеивать те ситуации, которые не так интересны и имеют меньшую вероятность отработки. Теперь пойдем дальше. Хочу показать кое-что еще, но очень важное. Это анализ разных таймфреймов, который помогает отсеять ненужные сделки. Сейчас я вам покажу, расскажу, сейчас все будет. Вот смотрите, ситуация вчера по фунту. Фунт-доллар. Он появился на сканере примерно 4:30 по Москве.